Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в захватывающее подводное путешествие, чтобы рассмотреть самых ярких и красивых рыб, которые населяют нашу планету. Мы узнаем, как они выглядят, где обитают в природе и когда их впервые открыли как вид. Мы поговорим о таких видах, как дискус, рыбки гуппи, фронтоза, сиамский петушок, лялиус и многих других разнообразных рыбках, которых с удовольствием заводят аквариумисты по всему миру. Готовы ли вы отправиться в увлекательное приключение, полное незабываемых впечатлений? Тогда поехали! Гуппи Эндлера. Если вы желаете завести аквариум, то присмотритесь к этой яркой и неприхотливой рыбке. Она очень популярна среди аквариумистов. Гуппи Эндлера обладают небольшим, слегка вытянутым телом. Мужские особи обычно не превышают 2,5 см, а женские — 3,5. Самцы отличаются яркой окраской, по всему телу хаотично расположены желтые, фиолетовые, красные, оранжевые и зеленые пятна. Тело самок однотонно окрашено в золотой или серебристый цвет с металлическим отблеском. Примечательно, что двух особей с одинаковым рисунком не существует. Родина рыбки – водоемы Венесуэлы, где этот вид открыл в 1937 году Франклин Бонд. Но распространение карликовые гуппи получили только после повторного открытия этого вида Джоном Эндлером в 1975 году, в честь которого их и назвали. Дискус. Эти рыбы гордо носят звание королей аквариума. Смотрите сами, красивый яркий дискус с необычным дисковидным телом. Он выглядит как драгоценный камень. Ну, чем вам не король? В зависимости от разновидности, дискусы достигают от 15 до 25 см в длину. Рыбы обладают маленьким ртом, с крутым восходящим лбом и ярко-красными глазами. Тело имеет 9 темных вертикальных полос, и основные цвета тела варьируются от темно-коричневых до синих и зеленых оттенков. Впервые дискуса описал австралийский ученый Йохан Наттерер во время очередной экспедиции в Бразилию. Произошло это в 1833 году, после того, как в реке Рио-Негро был пойман экземпляр ранее неизвестной рыбы. Первые живые дискусы были завезены в Европу в середине 20 века, а сегодня вы можете их приобрести практически в любой стране. Лабидохромис эллоу. Что это за лимончик в аквариуме? Это Лабидохромис эллоу, который своим сочным окрасом привлекает любителей экзотических рыб. Рыба окрашена в очень привлекательный ярко-желтый цвет. Черная окантовка плавников появляется при созревании особей. Тело вытянуто и сжато с боков. В природе эллоу растут до 8 см, но в аквариуме могут быть крупнее, до 10 см. Средняя продолжительность жизни 6-10 лет. В природе существует более десятка различных цветовых форм этого вида. Но в аквариуме самой популярной является желтая и электрик эллоу. Лабидохромис эллоу впервые был описан в 1956 году. Эндемик озера Малави в Африке, где встречается на скалистых участках, а также на участках, покрытых растительностью Валеснерия аэтиопика. Лялиус. Эта рыба вырастает в длину до 5-6 см. Тело высокое, овальное, сжатое с боков. Лялиус имеет очень красивую окраску, зеленовато-голубую с поперечными полосками красного и сине-голубого цвета, брюшко возле жабр голубое. Плавники лялиуса покрыты красными пятнами, самцы немного крупнее и ярче самок. Исторической родиной рыбок являются водоемы Пакистана, Индии, Бангладеша. Лялиус был описан в 1822 году шотландским зоологом Фрэнсисом Бьюкин Гамильтоном и впервые завезен в Европу в 1869 году. В 1874 году этот вид был завезен в Париж для известного рыбовода Пьера Карбонье, но первая крупная поставка была осуществлена немецкими фирмами позднее, в 1903 году. Макропод или райская рыбка. Макропод – уникальная рыбка, которая стала популярной среди аквариумистов до того, как это стало мейнстримом. Это одна из самых первых рыб в аквариумах, привезенная из Азии в 1869 году во Францию, а в 1876 году в Соединенные Штаты Америки. Сегодня макропода можно приобрести во многих странах, но его исторической родиной является Китай. Тело райской рыбы крепкое и слегка вытянутое. Плавники заостренные, хвостовой плавник раздвоенный, достигает длины 3-5 см. Размер взрослых самцов 10 см, а самок 8 см.
Окрас яркий, в синих и красных тонах с вкраплениями черного и белого. Эти выносливые рыбы выживают при температуре от 10 градусов Цельсия, но предпочитают 24-28 градусов. В хороших условиях содержания макроподы могут прожить около 6 лет. Неон красный. Желаете украсить свой аквариум? Приобретите себе красного неона. Эта тропическая пресноводная рыба порадует вас своим озорным поведением и создаст атмосферу праздника даже в самый хмурый день. Как же выглядит неон? Длина тела самок до 5 см, самцов до 3. Спинка оливково-бежевая, от глаз к жировому плавнику проходит отсвечивающая неоновым светом ярко-голубая полоса, ниже широкая ярко-красная полоса, брюшко беловатое. Рыбка настолько яркая, что ее можно сравнить с огнями неоновых билбордов в ночном небе. Продолжительность ее жизни в аквариуме составляет 3-5 лет. Родом красные неоны из Южной Америки, обитают они в бассейне рек Ориноко и Рио-Негро. Красный неон был открыт только в середине 20 века. Описания были сделаны параллельно двумя учеными – Майерсом и Шульцем. Нотобранхиус гюнтера – это привлекательная миролюбивая рыбка, которая в естественной среде живет всего 1 сезон. Даже в самых благоприятных условиях или в аквариуме она не протянет больше 1 года. Нотобранхиус гюнтера отличается вытянутым в длину телом и веерообразным спинным плавником. Вся чешуя рыбы имеет красноватую окантовку, которая создает на теле подобие сетчатого рисунка. Хвостовой плавник красный с темно-коричневой каймой. Спинной и анальный желтовато-зеленые с красными пятнами. В природе рыбки вырастают до 7 см, в условиях аквариума их размер редко превышает 5 см. Нотобранхиус гюнтера обитает в водоемах с пресной и солоноватой водой острова Занзибар и Танзании. Впервые в Европу данные рыбы были завезены небольшой партией в 1913 году. Позже их повторно завезли в 1958. Сиамский петушок или бойцовская рыбка. Красивая и дерзкая, так коротко можно описать эту рыбку. У петушков очень разнообразный окрас, они бывают одно-, двух- или многоцветными. Всех цветов радуги, а также их оттенков. Самцы окрашены ярче самок и имеют большие хвосты. По размерам самец также заметно крупнее самки и порой достигает 10 см в длину. Сиамских петушков можно увидеть в аквариумах во всех странах мира. Но их родиной является Таиланд, Юго-Восточная Азия и Индонезия. Все цветовые вариации этих рыб были созданы руками селекционеров. Встретить их в живой природе не получится. В водоемах Юго-Восточной Азии с медленным течением или стоячей водой можно увидеть лишь мелких серовато-зеленых рыбок. Бойцовской рыбкой петушка назвали из-за сильной внутривидовой агрессии и территориальности. 2 самца не смогут жить в одном аквариуме. Один из них рано или поздно убьет другого. Фронтоза. Мы уже видели короля, а теперь давайте познакомимся с королевой Танганьики. Такое прозвище рыба получила благодаря своей медлительности и вальяжности, а также из-за своего места обитания. Она живет в Центральной Африке, исключительно в озере Танганьика. В природе особи этого вида вырастают до 35 см, в аквариуме редко больше 15. Рыбы имеют на лбу характерный жировой горб, который у самцов немного крупнее, чем у самок. Тело их высокое, уплощенное по бокам. Фронтоза окрашена в серо-голубой цвет с 6 поперечными черными полосками. Цвет ее плавников варьируется от белого до нежно-голубого. Первые особи фронтоза были доставлены в Европу в 1905 году. В 1906 вид впервые был описан и идентифицирован ученым-ихтиологом Джорджем Альбертом Буллинджером. Хромис-красавец. Это еще одна яркая рыбка прямиком из Африки. Этот вид распространен в африканских озерах, бассейне реки Конго, тропических морях. В Европу хромисы впервые были завезены в 1907 году. Сегодня эти рыбки довольно популярны в аквариумах. В природных условиях хромисы достигают 20 см длины, в неволе 12. Самки немного меньше самцов. Тело и плавники вытянуты, спинной плавник заостряется к концу. Рыбка имеет нарядный окрас, ярко-красное тело с разбросанными по нему голубовато-зелеными точками, мерцающими на свету.
На боку посередине тела темное пятно. Самки имеют менее броскую расцветку, оранжевые с поодинокими оливковыми точками. И хотя за этой красотой скрывается достаточно агрессивный характер, ценителей хромисов-красавцев меньше не становится. Апистограмма рамирози. Длина тела до 7 см, тело умеренно вытянуто, голова крупная, основная окраска желтая с голубым блеском. Передняя часть спины красно-коричневая, горло, грудь и брюшко золотисто-желтые, глаз пересекает черная поперечная полоса. На боку бывают видны как тени продольная полоса и 5-6 поперечных полос. Все тело и плавники покрыты блестящими, переливающимися голубым и зеленым цветом точками, штрихами и пятнами. Плавники прозрачные, нежно-оранжевые, зеленоватые или желтые с красной каймой. Обитает в мелких водоемах тропиков, субтропиков и Южной Америки. Описание этого вида было опубликовано доктором Джорджем Мейерсом и Гарри в 1948 году в филадельфийском журнале «Аквариум». Вид назвали в честь Мануэля Винсента Рамиреса, раннего собирателя и импортера видов для аквариумной торговли. Вуалехвост. Завершает наше видео самая известная и популярная рыба из всех аквариумных золотых рыб – вуалехвост. Одна из искусственно культивированных декоративных пород аквариумной золотой рыбки. Рыба обладает коротким округлым телом, раздвоенным хвостовым плавником, который нередко превышает длину тела в несколько раз, и довольно своеобразным окрасом. В длину рыбка вырастает до 20 сантиметров. Наиболее популярными являются особи ярко-красного или светло-кремового цвета. Но чаще всего встречаются вуалехвосты с темно-красной спиной и боками и темно-золотым животом. Родиной вуалехвоста является Япония. Исходной породой для селекции стал рюкин – разновидность золотой рыбки с укороченным телом, выпуклым брюшком и характерным горбом от головы до спинного плавника. Селекционеры многократно отбирали из потомства и скрещивали рыб с наиболее длинными плавниками. На этом у нас все, друзья. Напишите, рассматривали ли вы когда-то рыбок в качестве домашних животных и какую описанную нами представительницу водного мира вы бы с удовольствием завели у себя в аквариуме. Или же вы все-таки предпочитаете более шумных и активных домашних питомцев? Делитесь с нами в комментариях.